Привет, Cover Project! Меня зовут Читкарова Анна, я дизайнер интерьеров в бюро Ксанаду Studio. И сегодня я хочу пригласить вас в наш новый проект. Мы делали архитектуру этого помещения целиком и полностью, конструкции этого помещения. Самый сложный этап – это был согласование с Москомнаследием этого проекта, начиная от планировки и заканчивая вот этими прекрасными видовыми окнами в кровле. В инженерии тоже были внесены изменения. Мы отошли от домовых коммуникаций, то есть мы сделали автономную систему кондиционирования и систему приточно-вытяжной вентиляции. Здесь стоит на окнах метеостанция, то есть окна, они включают режим отопления, когда выпадает снег или дождь. Электрическое открывание и закрывание окон тоже идет, как в режиме метеостанции, когда выпадают осадки. Это очень удобная функция, особенно для мансардных витражных окон. Второй этаж был в квартире, но он был очень маленький, там буквально было 20 квадратных метров. Мы тоже согласовали, увеличив площадь в 2 раза, добавили там санузел хозяйский и мастер-бедрум сделали. И сделали эту зону открытую, чтобы воздух из уровня 1 попадал на уровень 2. Это помещение рассчитывали на проживание молодой семьи, молодой пары или молодой девушки, поэтому сделали максимально удобное количество именно используемых технических помещений, которые в жизни, как показывает практика, имеют основное значение. Перед нами архитектурный план помещения, 1 этаж, 2 этаж. Это функциональное зонирование этого пространства, показаны окна, которые были вмонтированы в плоскость кровлю. Второй архитектурный план – это план с расстановкой мебели и с экспликацией помещения. Изначально этот объем, он был полностью пустой, без перегородок, были только дымоход и инженерные стояки. Сейчас мы видим, что здесь появилась зона входная с гардеробной, из которой мы попадаем в большую open space, гостиную, столовую и открытое пространство кухни. То есть все это объединено в одно пространство. Из этого пространства у нас идет лестница на 2 этаж, где находится хозяйская спальня с хозяйским санузлом. Она тоже выходит балконом открытым на зону гостиной, и таким образом у нас получается такой двойной уровень с открытым балконом. На 1 этаже получилось сделать еще помещение кабинета. Оно помещение с отдельным окном, и перегородкой мы сделали стену, которая частично глухая, а частично находится здесь витражное окно. Подробную планировку этого объекта вы можете посмотреть в телеграм-канале Cover Project. Это квартира для молодой девушки. Она ресторатор и шеф-повар. Она очень много путешествует, увлекается современным искусством. И, в принципе, когда мы с ней познакомились, мы поняли, что у нас очень много общего, общих соприкосновения, поэтому выстраивать с ней концепцию этого проекта было одно удовольствие. Во многом она просто давала нам карт-бланш и говорила, что я уверена, что это будет именно то, что мне понравится.
Ее мечтой было найти квартиру в старом фонде, и ее особенно привлекал район Замоскворечья. Она очень много гуляла, искала какие-то возможности, но ничего из предложенного ей не нравилось. И однажды с риэлтором они проходили мимо этого здания. Это ЖК Вайнхаус, памятник архитектуры, 1889 год. Это бывшие ликероводочные склады. То есть можно сказать, что это была любовь с первого взгляда, потому что это фабричное кирпичное здание. Оно видно, в принципе, с Садовнической улицы. И когда она его увидела, она попросила показать ей возможные какие-то свободные квартиры. И риэлтор сказала, что все квартиры распроданы, кроме одной на последнем этаже, но она больше похожа на чердак, чем на квартиру. Но нашу заказчицу это только заинтересовало, поэтому, когда она сюда попала, наверное, сразу поняла, что это то самое. Хотя квартира действительно специфическая. Изначально здесь было только одно окно, она была очень темная. Здесь была какая-то сложная совершенно композиция по планировке, потому что это был очень маленький второй этаж. Это был камин и одно большое мансардное окно. Все. То есть первая вообще ассоциация была такая холостяцкая берлога. Здесь хотелось пригнать мотоцикл, кинуть матрас и, собственно, все, оставить эти кирпичные стены. У заказчицы был определенный список помещений, которые она здесь видела. То есть это должна была быть детская-кабинет, потому что детей у нее пока нет, но она их планирует. Это должна была быть большая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Наша заказчица очень любит готовить, она устраивает мастер-классы, поэтому ей было важно сделать видовую просторную кухню с большим светом для того, чтобы устраивать свои кулинарные эксперименты и собирать вокруг себя гостей. Также задача была на втором этаже увеличить площадь для того, чтобы вписать гардеробную, и мы нарастили перекрытие и тем самым добавили еще 10 квадратных метров на это пространство. Также мы сделали еще один санузел на втором этаже, и это вообще жемчужина, как мне кажется, проекта, потому что я специально ездила в Италию на карьеры, искала мрамор, который должен был подойти туда. Это должно было быть что-то супер акцентное и необычное. Работать в большом помещении гораздо проще, чем работать в миниатюрном помещении. Как, наверное, со всеми объектами, как со всеми ювелирными украшениями, одеждами, как, ну, в общем, в любом творческом процессе минимальная работа, она более кропотливая. Поэтому вот в этих апартаментах они маленькие, но хотелось их сделать максимально комфортными, максимально удобными, и чтобы в них было включено вот все необходимое для удобной жизни, чтобы человек получал удовольствие, не только там не знал, куда ему брать обувь в прихожей или повесить пальто, придя в квартиру. В планировке здесь было использовано максимально любое пространство, все ниши, все какие-то уголки. То есть при входе сделали большую гардеробную, шкафы на кухне убрали в ниши, чтобы это не мешалось, чтобы это было минимум заметно, но удобно. Изначально помещение было очень темным, и после того, как мы вырезали окна, мы поняли, что ему все равно необходимо добавить какого-то света своими дизайнерскими решениями. Мы выкрасили в светлый цвет потолок, а также мы добавили много точечного света, потому что когда темнеет на улице, здесь становится такая таинственная атмосфера именно путем вот этих вот предметов интерьера, которые являются еще и источниками света. То есть мы использовали здесь много светильников из натурального камня, из травертина, и они дают вот это вот магическое свечение внутреннее. Очень большое внимание мы уделяли отделочным материалам и текстурам. То есть здесь нет практически ни одного ровного угла или идеально блестящего дерева. Каждый элемент мебели, он настолько уникален, настолько
переработан и переосмыслен. И это очень отражает философию жизни нашей заказчицы, потому что она человек очень творческий. В квартире есть достаточно большая коллекция искусства. Это разное искусство, современное искусство российских художников. Некоторые предметы, которые наша заказчица находила сама в своих поездках, в каких-то винтажных лавках, на рынках. Также это предметы, которые мы помогали ей сами подбирать с помощью декораторов. Ходили вместе по галереям и набирали сами такую коллекцию для нее. Ну, у меня нет такого деления проект простой или сложный именно по конструкциям и по перепланировке. Я считаю, что можно сделать все, что угодно из объема, который тебе предоставлен. Нужно только включить опыт, свое образование и немножко фантазии. Но, конечно, умение архитектора и знание архитектора, конструкции, инженерии, оно помогает избежать ошибок в конструктиве, потому что это очень важно на сегодняшний день. Не только нарисовать объект, но еще его и построить, его еще сконструировать. Это действительно это очень важный момент в проектировании. Это был один из самых маленьких и самых сложных проектов за всю практику нашего архитектурного бюро. Во-первых, он собирался просто по маленьким частичкам, и это действительно такая ювелирная работа. Но на протяжении 4,5 лет, это действительно огромный срок для таких маленьких апартаментов, у нас что только не происходило. То есть, например, когда мы уже были на финишной стадии, и нам нужно было монтировать сантехнику, выяснилось, что вся сантехника, которую мы заказали, а практически 80% из нее было изготовлено на заказ, потому что здесь очень большая специфика с перепадом высот. Все сгорело. Это был шок, но мы справились с этим и через 3 месяца получили заново всю заказанную сантехнику. Но этот проект научил нас терпению, научил нас не сдаваться и показал, что можно справиться с любыми трудностями. Заказчица мечтала создать для себя место силы. Для нее было важно заходить в эту квартиру и заряжаться энергией, чтобы эта квартира полностью отражала ее и состояла из деталей, которые напоминали бы ей о ее образе жизни, интересах, которые бы вдохновляли ее на новые проекты или в которых она бы возвращалась в воспоминания из своих каких-то предыдущих опытов и поездок. Для меня этот объект, он такой, как миниатюра, такая как палехская шкатулка, которую мы ювелирно украсили, расписали. Здесь с любовью сделан каждый уголок, с любовью, с качеством в исполнении. Продумано максимально все в планировке, что можно было бы пожелать заказчику. У нас совершенно не было задачи сделать здесь лофт, несмотря на то, что архитектура здания действительно диктует именно этот стиль. Но мы здесь реально отразили душу и характер человека, который здесь живет. И я считаю, что это один из самых личных и самых душевных проектов, которые мы делали за все время нашего архитектурного бюро.